бейся. Не бейся, не бейся, не бейся. Все. Доброе утро, друзья. Хотя утро, конечно, началось значительно раньше, когда тут птичка залетела как-то. Пришлось ее ловить и выпускать. Под утро стало прохладно, и прям я вот оделась, и мне до сих пор как-то прохладно. Спальник у меня очень-очень такой летний. Спалось, в принципе, крепко, но мало. Заснула, наверное, где-то в 11 примерно. А проснулась в 5 с копейками. Зачем я проснулась, непонятно. Ну, тут ветер шумел, что-то там еще шумело, я как-то проснулась от всего этого. Потом пыталась дремать, ну, как-то не очень. И ближе к 7 опять вырубилась. Еще, наверное, полчаса поспала. Это хорошо. Вот. Ну, а теперь ближе к 8 мне надо вставать. Потому как дел много. К сожалению, в этом домике я не могу остаться надольше, хотя хотелось бы пару ночей тут провести. Я даже вижу какие-то мелкие такие дела, которыми я могла бы заняться. Очень локация нравится. Нравятся виды на реку. Купаться нравится. Мне, правда, сейчас не хочется. Немножко такая зябшая. Вот. Да. Но это всего лишь второй день моего большого путешествия по Самарской области. Приключения впереди. Жизнь прекрасна. Кстати, пока живу дома, нахожусь дома, постоянно худею. Это постоянная борьба. Но в путешествиях никогда не худею. Ну, в смысле, ем сколько надо. Потому что в путешествиях нужны силы. Дома можно себе позволить не есть. А вот
походах не стоит. Например, после вчерашнего перехода у меня болят мышцы. Хотя я дома хожу каждые 2 дня по 10 километров. Но я хожу по ровной поверхности и без тяжелого рюкзака. А здесь пересеченка, ноги вставали под разными углами, тяжелый рюкзак. Приходилось как бы поседать с этим рюкзаком. Ну, соответственно, ноги болят. Понятно, почему птички сюда залетают. У них тут, походу, гнезда были. И вот это они все выклевывают. Тоже, видно, для гнезд. И там у них, полагаю, там должно быть. Вчерашняя немножко травы сняла оттуда. Это тоже гнездо было. И там они уже, конечно, проклевали дырки сквозные. То есть зимой тут надо как-то заделать. Ну, а вот это я сейчас поправлю немножечко. Дверь так вот скрипит. Страшно. Главное не вытолкать в обратную сторону. Вчера я пилила дрова для себя, а сегодня буду пилить просто для домика. Ну, сколько хватит у меня желания и сил напилить, столько напилю, чтобы был небольшой запас. Дует свежий ветерок. Ну, думаю, работа с дровами меня прям-таки согреет. Дорога по берегу. Ну, я иду без рюкзака. И это хорошо. По камушкам.
О, вижу ступеньки, кажется, новый домик. Он офигенский, друзья. Какой же классный домик, маленький, аккуратный. Как я хотела бы здесь остаться, но увы. Увы. Просто миллион лайков. Что я хочу сказать? Я вообще очень мощно подсела на эту тему вот бушкрафта, домиков, строительства и посещения также готовых локаций. Они мне дико интересны, я подсела реально на эту тему. И когда я вижу такие локации, я пребываю просто в невероятном блаженстве. Меня привлекает вся эта атмосфера этих домиков. И хочется в каждом провести, конечно, как можно больше времени. И, не будем унывать, что я в этот раз не могу тут переночевать. Кстати, здесь было бы мягче ночевать, там я на жестком ночевала, кто знал. Да и всего охватить не получится. Какой красивый домик, как он мне нравится. Он такой маленький, такой замечательный. Будет повод сюда вернуться. Я, конечно, постараюсь. И если, обещать-то, конечно, не буду. Жизнь, она такая, сюрпризы бывает преподносит. Но я буду стремиться сюда вернуться. Есть зачем. Чтобы здесь провести 1-2 ночи. Запланировать так, чтобы подольше тут задержаться. Ступеньки в одну сторону, и там ступени. То есть на лодках это домики рыбаков. И на лодках прям к ступенькам и к домику. Вода вот плещется прямо у ступеней. Ладно, не могу здесь переночевать, но станцевать-то от домика мне никто не мешает и не запрещает. Можно сидеть часами и просто смотреть на Волгу, созерцать. Я очень люблю созерцать. Это шикарно. Шикарное состояние, когда созерцаешь природу. И чем ты дольше на месте, тем больше деталей ты замечаешь. А когда быстро все проходит, то меньше деталей, конечно, меньше погружения.
Кстати, похоже, здесь когда-то были ступени. Вон вижу остатки наверх. Даже перила были. Но сейчас все в запустении. Значит, был подход сверху. Кстати, в этот домик дверь, получается, не стоит закрывать, потому что, видели, утром птичка залетает, видать, в эту дыру под дверью. Больше таких больших дыр нет. А потом не может сама вылететь. Бьется об окно, о стекло. Там тоже явно гнездо. Вот, поэтому дверь тут надо оставлять открытой, хотя ее туда-сюда телепает, конечно. Она скрипит. Да, птичкам нравятся вот эти выемки. Они там гнездятся. То есть это домик птичек. Они тут главные, основные жильцы. Вот. Да, вот как я говорила, там уже такие сквозные отверстия. То есть если кто-то тут зимой будет, тепло будет уходить. Нужно как-то заделывать. Ну, есть человек, который занимается этим домиком. Многие знают, кто этим домиком занимается. Я говорить не буду. А вы пишите в комментариях. Ну вот, больше, чем для себя даже заготовила дровишек. Будет время, может, еще подпилю. Повторю вчерашнее блюдо. Рагу из кабачка, картофеля и ветчины. Очень мне понравилось.
Пока готовится еда, решила искупаться. Последний раз в этом прекрасном месте. Спасибо этому домику. Это было прекрасно. Ну и пришло время отправляться в другой локации. Очень надеюсь, что в этом путешествии я посещу много интересных разных локаций. Планов много, ну а как там будет, посмотрим. Ну и вы увидите все. Все, спасибо, домик, за прекрасное время, проведенное здесь. Зацепилась опять. Ну никак. Вот, фу.